Ты слушаешь Радио Мария. Сегодня 8 марта. Вы слушаете главные новости Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Прошлым вечером беспилотник террористов Хизбалла с Ливана, пересекавший границу Израиля, упал в районе горы Хермон. Пострадавших не было. Кроме того, силы ЦААля перехватили дрон со взрывчаткой. В этом инциденте тоже пострадавших не было. Также армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана было выпущено 10 ракет «Порошень-Икра». 9 снарядов были перехвачены системой ПВО «Железный купол», 10-й попал на открытую местность. Кроме этого, ЦААль подтверждает, что ночью из Сирии по Израилю были выпущены 2 ракеты, поразившие открытые территории на голландских высотах. Пострадавших не было. Главные новости Израиля. Израиль находится в войне, в которой он должен победить, заявил 7 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу на церемонии выпуска офицеров на юге Израиля. Израиль будет наносить удары по нашим врагам до полной победы. Мы ликвидируем убийственный режим Хамаса, ликвидируем террористов, разрушим туннели и будем преследовать виновных в нападении на нас 7 октября, делая все возможное, чтобы найти заложников. ЦААль впечатляюще продвигается к достижению своей военной цели, сводя к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа, говорит Нетаньягу. Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против Хамаса во всех уголках Газы, в том числе в Рафехе, последнем оплоте Хамаса. Тот, кто говорит нам не действовать в Рафехе, говорит нам проиграть войну, а этого не произойдет. Нетаньягу отмечает растущее международное давление на Израиль с целью прекращения войны и заявляет, что Израиль выдержит это давление, поскольку нашей целью является полная победа в войне. Международное давление существует, и оно растет. Но особенно, когда международное давление возрастает, мы должны сплотить наши ряды. Нам нужно противостоять попыткам остановить войну. Западные лидеры должны понять, что когда мы победим убийц 7 октября, мы предотвратим следующее 11 сентября. Вот почему вы должны поддержать Израиль и ЦААль. Мы все будем стоять вместе, сердцем к сердцу, помнить о наших павших и обеспечивать победу, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Главные новости Израиля. Президент США Джо Байден объявил о решении построить временный порт на берегу сектора Газа, через который можно будет доставлять гуманитарную помощь по морю. Как сообщает BBC, эта задача будет возложена на американских военных. По словам американских чиновников, временный порт обещает увеличить поставки гуманитарной помощи палестинцам на сотни дополнительных фур в день. Однако на постройку такого порта потребуется несколько недель. В то же время США вместе с Иорданией сбросили гуманитарную помощь на север сектора Газа. В объединенной и совместной операции приняли участие самолеты ВВС США и ВВС Иордании. Всего было сброшено 38 тысяч продуктовых наборов. Сейчас эти кадры вы видите в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Мария. Что будет 15 марта? На этот вопрос решил ответить ливанское издание «Аль-Ахбар». Оно сообщает, что Израиль установил крайний срок для достижения политического урегулирования с Хизбаллой, и это 15 марта. Израиль уже якобы проинформировал участвующие стороны в том, что он готовится к широкомасштабной войне в Ливане, если к 15 марта не будет установлено дипломатическое соглашение. Об этом пишет ливанское издание.
Напомню, что ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что если не удастся урегулировать ситуацию с Хизбаллой в Ливане дипломатическим путем, Израиль начнет войну на севере страны. После появления информации о якобы начале войны с Ливаном 15 марта, израильские военные чиновники начали опровергать сообщения Ливана о том, что Израиль установил крайний срок 15 марта для подписания дипломатического соглашения, а также прекращения боевых действий на севере, прежде чем после этой даты начнется война. Цитирую: «Дата начала войны в Ливане не установлена», цитирует 13-й телеканал неназванный источник. Хотя, видимо, разговоры все-таки были. Добавлю, что из-за постоянных залпов из Ливана более 100 тысяч эвакуированных людей с приграничных районов севера нашей страны не могут вернуться домой. Главные новости Израиля. Испания решила направить агентству ООН по делам палестинских беженцев дополнительные 20 миллионов евро в качестве помощи. Это будет сверх 3,5 миллионов евро, которые страна пообещала еще в феврале. Напомню, что ранее Испания не входила в число стран-доноров, которые заморозили финансирование агентства ООН на фоне доказательств, предоставленных Израилем, о том, что некоторые из сотрудников агентства ООН непосредственно участвовали в нападении Хамаса 7 октября. Фотографии подозреваемых в нападении на Израиль сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев вы сейчас видите на своих экранах. Лидер Хамаса в секторе Газа Яхья Синвар вышел на связь со своими соратниками. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Напомню, что ранее появилась информация, что Синвар уже несколько дней не выходит на связь. Египетские чиновники комментируют, что Синвар считает, что Хамас имеет преимущество на переговорах, учитывая внутренние разногласия в Израиле и растущее давление США на Израиль, чтобы Израиль сделал больше для облегчения страданий жителей Газы. Эти слова Синвара еще раз подтверждают тот факт, что протесты в нашей стране играют на руку террористам Хамас. Фраза Синвара о внутреннем разногласии в Израиле подчеркивает тот факт, что группировка старается максимально расшатать ситуацию в еврейском государстве. Для этого используются все средства. От протестующих псевдородственников заложников до заявлений оппозиции о немедленных выборах и изгнании Нетаньяху из политики. Израиль обвиняет Южную Африку в том, что она действует, цитирую, как законное оружие Хамаса. После того, как ранее мы сообщали, что Южная Африка снова обратилась в Международный суд с просьбой принять дополнительные меры против Израиля. Цитирую: Южная Африка продолжает выступать в качестве законного крыла Хамаса в попытке подорвать неотъемлемое право Израиля защищать себя и своих граждан, а также освободить всех заложников, заявило Министерство иностранных дел Израиля. Неоднократные просьбы о временных мерах со стороны Южной Африки для оказания помощи Хамасу являются еще одной циничной эксплуатацией Международного суда в Гааге, который уже дважды отклонял необоснованные попытки лишить Израиля его права и обязанности самообороны. Конец цитаты. Видимо, в Южной Африке ситуация настолько хороша, что вместо решения проблем медицины и голодающих граждан в своей стране она решила заняться защитой жителей Газы. Главные новости Израиля. Армия обороны Израиля разослала командирам протоколы о том, как их соответствующие подразделения должны проводить внутреннее расследование ошибок военных в преддверии нападения Хамаса на Израиль 7 октября. Расследования будут сосредоточены на временных рамках, начиная с беспорядков на границе с Газой под руководством Хамаса еще в марте 2018 года и заканчивая 10 октября 2023 года, момента, когда израильские военные восстановили контроль над югом Израиля. Ожидается, что результаты расследования будут представлены командирам и начальнику штаба Цаля Герци Алеви к началу июня. Житель Тель-Авива, которому 71 год, попал под так называемую «шальную пулю». Мужчина смотрел телевизор у себя дома, как почувствовал, что что-то попало в спину. Ему удалось позвонить в скорую.
Парамедики службы скорой помощи Маген-Давид-Адом рассказали, что мужчина получил проникающее ранение. В состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу Ихила в Тель-Авиве. В полиции Израиля прокомментировали, что во время ранения мужчины на улице возле его дома была потасовка, участник которой открывал огонь в воздух. Инцидент расследуется. С момента исчезновения 9-летней девочки Хайманут Касау прошло уже 11 дней. Волонтеры кинологического отряда продолжают масштабные поиски возле Цфата, но следов до сих пор нет. Сейчас на своих экранах вы видите стоп-кадр с камеры наблюдения, которая и зафиксировала Хайманут в Цфате. Больше на видео девочка не попадала. Все, кто знает о месте нахождения Хайманут Касау или какие-либо подробности, просьба срочно позвонить на горячую линию полиции Цфата 054 487 6909. Также вы можете обратиться в департамент полиции по розыску пропавших без вести. Телефон 04 682 74 75. Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, а также напишите свой комментарий. Не забывайте нажимать и под видео на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Спасибо спонсорам нашего канала. Их имена вы сейчас видите на своих экранах. Напомню, что на наш канал осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали резервный YouTube-канал. Если же мы не сможем выйти в эфир на этом основном канале, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Подпишитесь на него уже сейчас, ссылка будет под этим видео в первом закрепленном комментарии. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Израильскую певицу Эден Голан допустили к Евровидению после правок в тексте ее песни, которую ранее организаторы сочли политизированной. Напомню, что руководство конкурса намеревалось не допустить Эден Голан к выступлению, поскольку в ее композиции «Октябрьский дождь» нашли намеки на атаку Хамаса 7 октября. Там были строчки «Не осталось воздуха, чтобы дышать». Они все были хорошими детьми, каждый из них. Организаторы Евровидения прокомментировали, что конкурсная песня не может иметь никакого политического подтекста, поскольку это противоречит правилам конкурса. Израилю тогда предложили изменить строчки песни под угрозой дисквалификации, что Израиль и сделал. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже в воскресенье, 10 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. Шаббат шалом. До встречи.